На спице обычным способом набираю 8 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Переворачиваю. Это у нас изнаночная сторона. Первую петлю снимаю, не провязывая. Далее лицевая. И оставшиеся 6 петель я провязываю изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переворачиваем. Это у нас лицевая сторона. Первую петлю снимаю, не провязывая. Далее ввожу правую спицу в 3 петли. Перебрасываю на правую спицу. Левой спицей захватываю за задние стенки 2 петли вот таким образом. Вот эту петельку ставлю первой и провязываю ее лицевой. И эти 2 петельки, которые мы переносили, я также их провязываю лицевыми. Осталось у нас на левой спице 4 петли. Нам необходимо сделать прибавку. Я поднимаю петельку с нижнего ряда, накидываю на левую спицу и провязываю ее лицевой. Далее первая петля, вторая петля. Я ввожу спицу за заднюю стенку второй петли, провязываю лицевой и затем первую петлю провязываю лицевой. И после этого сбрасываю на правую спицу эти провязанные петли. 2 оставшиеся петли я провязываю изнаночными. И дальше наш узор будет повторяться. На изнаночной стороне первую снимаю, не провязывая, вторая лицевая, и оставшиеся все петли, в том числе и кромочную последнюю, я провязываю изнаночными. Переворачиваем. Лицевая сторона и лицевую повторяем. Первую снимаю, не провязывая. Далее ввожу правой спицей в 3 петли, переношу петельку, ставлю ее первой и провязываю лицевой. И 2 последующие тоже провязываю лицевой. Это наша прибавка. На лицевой стороне мы будем провязывать лицевыми. И осталось у нас 4 петли. Поднимаю петлю с нижнего ряда, провязываю лицевой, затем вторую лицевой и первую лицевой. Оставшиеся 2 изнаночными. И таким образом мы продолжаем вязать до необходимой нам ширины, и затем я покажу, каким образом убавлять петли, чтобы свести снова до 8 петель. Я провязала необходимое количество, у меня на спицах получилось 110 петель и ширину 50 сантиметров. Теперь начинаем убавление. Этот край мы вяжем без изменений. Первую снимаем. 3 перекидываем на правую спицу, потом последняя петля становится первой, мы ее провязываем лицевой, и 2, которые мы перебрасывали, тоже провязываем лицевыми. И далее до последних 5 петель мы вяжем лицевыми. Провязала, на левой спице осталось 5 петель. Теперь начинаю убавление. 3 петли переношу на правую спицу, 2 возвращаю на левую и
последняя становится первой. Ее провязываем лицевой, и вот эти две вместе провязываем лицевой. И остается нам провязать 2 изнаночные. Так, переворачиваем. И здесь у нас повторяется вязание. Провязываю самостоятельно и встретимся снова в конце убавления петель. Провязала до последних 5 петель. 3 перебрасываю на правую, последнюю ставлю первой, провязываю ее лицевой, 2 следующие вместе лицевой и 2 изнаночные. И так мы продолжаем вязать до тех пор, пока на спицах у нас не останется 8 петель. Вот такой аккуратный край у меня получается. Я дошла до 8 петель, и вот так вот выглядит изнаночная сторона. Вот лицевая. Очень красиво получилось. Итак, закрываю петельки. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой и снятую накидываю на провязанную. И так повторяю. Лицевая, перекидываю, лицевая, перекидываю. Закрывать петельки можно и на лицевой стороне. Я закрываю на изнаночной. Так, и последняя петелька. Вот такой получается край. Так, теперь обрезаю, прячу ниточку и буду проводить ВТО. Для вязания платка мне потребовалось 3 моточка пуха норки, дополнительная нить, было 3 катушки, одна израсходовалась полностью, вторая катушка даже меньше, чем наполовину, и третья полностью осталась новая. От третьего моточка осталось вот столько, и первый и второй я вязала по одной нити с каждого моточка, и третий моток я брала нить с краю и одну с середины.